Когда лев попал в безвыходную ситуацию, человек спас его на утесе. То, что произошло дальше, не для слабонервных. Там была щель, достаточно маленькая, чтобы Сэм мог немного подышать. Он пытался успокоить дыхание, зная, что паника ничем не поможет. Но в голове мелькала мысль, что все люди в ближайшей округе будут заняты борьбой с оползнем. Они не будут его искать, и если он не получит помощь вскоре, все может закончиться для него плохо. Он был в ловушке, едва мог двигаться, так как густая грязь окутала его. Но затем через щель проскользнула тень. Последовали несколько секунд тишины. Прежде чем Сэм почувствовал тяжелое ощущение через грязь и движение, которое заставило его надеяться, что его освобождают. Он закрыл глаза, думая о своей жизни и молясь, чтобы это не был конец. Смотритель национального парка посвятил свою жизнь помощи людям и животным. А теперь он сам нуждался в помощи. Почему-то на ум пришел один конкретный случай спасения, и он позволил себе отвлечься на воспоминания о льве, которого он спас на утосе. Он думал, что увидел песочного цвета мех через щель, но не знал, играет ли его ум с ним шутки. Так или иначе, это привело к мысли о спасении льва, приятное отвлечение от его ужасающей ситуации. Сэм всегда был человеком, который помогал всем и каждому. Стать смотрителем национального парка было его мечтой с детства. Поэтому день, когда он получил эту работу, был одним из самых счастливых в его жизни. Вскоре молодой человек стал не только яростным защитником животных и окружающей среды, в которой он работал, но и верным другом людям, с которыми он работал. Национальный парк стал его жизнью, и он находился там долго после окончания своей смены, завершая работу или слушая и давая советы своим друзьям. Все всегда говорили, что он один из самых добрых людей, которых они когда-либо встречали. Это согревало сердце молодого человека, зная, что он делает добро в мире. Животные в национальном парке имели защиту и безопасность, но им все же позволяли жить, как в дикой природе. Это означало, что иногда Сэму было трудно сидеть сложа руки и позволять природе идти своим чередом. Он понимал важность невмешательства в большинстве ситуаций, но иногда ему хотелось бы вмешаться. Животные не могли стать зависимыми от людей, если их популяции должны были увеличиваться в дикой природе. Им нужно было жить естественной жизнью. Парк просто предоставлял безопасность от браконьеров и охотников. Если бы кто-то спросил его, ему было бы трудно сказать, какая часть работы ему нравится больше всего, потому что он действительно любил все. Но одна вещь, которая всегда казалась ему особенной, была наблюдение за львами. Они были единственными азиатскими львами, оставшимися в дикой природе, и для него было честью видеть их так близко, так регулярно. Ранним утром можно было услышать их рычание и наблюдать за их активностью, пока не стало слишком жарко. А когда заходило солнце, он мог бесконечно наблюдать, как они лежат на последних лучах солнца. Ранним утром Сэм отправился в парк на своем джипе, чтобы осмотреть территорию, проверяя, что все в порядке. Национальный парк был настолько огромен, что смотрителям обычно назначали определенную территорию для проверки. Сегодня, к его радости, Сэм оказался у утеса, где жил один из крупнейших прайд-львов. Они любили смесь камней и выступов, где могли прыгать или лежать. Хотя он уже давно работал на этой должности, каждый раз было что-то захватывающее в виде льва на вершине утеса, наблюдающего за своей территорией. Но это была опасная территория, и утесы могли быть беспощадными для молодых львов, недостаточно опытных, чтобы знать об опасностях. Он сам никогда не видел этого, но слышал рассказы от старших смотрителей о львах, попадающих в беду на утесах. Он знал, что экстремально сухая погода, которую они переживали, не помогает. В интенсивную жару земля часто трескалась, и части утеса могли легко осыпаться. Сэм проверил часы,
У него было несколько минут в запасе. Он был рад, что мог немного дольше понаблюдать за львами, прежде чем переходить к следующему заданию. Солнце только начало выглядывать из-за утесов, и он заметил несколько львов, просыпающихся у вершины. Этот конкретный прайд имел несколько молодых львов, и Сэм был рад видеть, что они не были на утесах одни. Он улыбнулся, наблюдая, как они потягиваются и начинают бродить. В этот момент ему казалось, что нигде в мире он не хотел бы быть больше, чем здесь. Но внезапно он заметил что-то, что превратило его радостный мирный момент в ужасающий опыт. Несколько молодых львов играли близко к краю, и Сэм видел, как некоторые камни крошатся и падают на землю. Погода была чрезвычайно сухой в последнее время, и он не мог вспомнить, когда в последний раз шел дождь. Он наблюдал, как куски обломков и пыль падали с края утеса, и молился, чтобы Прайд заметил, что происходит, и отозвал львов. Сэм с облегчением вздохнул, когда один из старших львов встал и начал звать игривых подростков. Но его облегчение было недолгим, так как все только собиралось пойти наперекосяк. Подростки-львы явно испытывали свои границы и игнорировали призывы старшего льва, не понимая, в какой опасности они находились. Старший лев был решительно настроен не быть проигнорированным и сделал шаг вперед, рыча. Молодые львы немедленно прекратили свои игры и отступили. Но все движение еще больше разрушило уже крошащийся край утеса. И Сэм с ужасом наблюдал, как лев соскользнул с края. Облако пыли окружило его. Лев едва держался, и если бы ничего не было сделано, он бы последовал за обломками, падающими на землю. Сэм схватил радио и немедленно вызвал помощь. Объясним ситуацию. Это просто не был один из тех случаев, когда он мог позволить природе идти своим чередом. Он должен был спасти льва. Он завел джип и поехал ближе к утесу. Ему нужно было быть чрезвычайно осторожным, но также нужно было отогнать Прайд, чтобы спасти льва, не подвергая себя опасности. Сигналя и ревя, как двигатель, он надеялся, что его тактика подействует, не подводя его слишком близко к утесу. К счастью, Прайд был относительно небольшим, и как только один лев двинулся, остальные последовали за ним. С очистившейся территорией пришло время действовать. Сэм знал, что подмога в пути, но не мог позволить себе терять ни секунды. Схватив веревки из джипа, он выскочил и осторожно направился к утесу. Он видел, как лев отчаянно борется, пытаясь вытащить себя наверх. Он начал разматывать веревки, зная, что это единственный способ поднять льва в безопасное место. Как только он закончил распутывать все, услышал приветственные звуки других джипов за собой, когда еще больше смотрителей подбежали на помощь. Привязав веревки к льву, все они коллективно потянули, чтобы вытащить льва. Это была непростая задача, учитывая вес льва и нестабильную природу утеса. Теперь лев был удерживаем только их веревками. Отпустив край утеса, он просто висел в воздухе. Им пришлось напрячь все свои силы, чтобы спасти бедное животное. Сэм взял на себя руководство и собрал всех, считая до 3, они все тянули изо всех сил. К радости молодого смотрителя их усилия наконец оправдались, и лев выбрался обратно на край утеса. Но теперь они оказались лицом к лицу со взрослым львом, напуганным и полностью пробужденным. Его поведение могло быть непредсказуемым. Когда другие смотрители отступили, Сэм посмотрел его в глаза, и было почти, как будто он понял, что человек перед ним только что спас его жизнь. Между ними было доверие, поэтому, когда лев лежал в траве, тяжело дыша от шока и усталости, Сэм начал развязывать веревки, ни разу не испугавшись за свою жизнь. Другие смотрители с удивлением наблюдали за тем, что он делал, но это не был последний случай, когда Сэм и лев встретились. И то, что случилось дальше, не для слабонервных. Спасение льва с утеса было моментом, который останется с Сэмом навсегда.
Каждый день, когда он выходил на работу, он чувствовал постоянное разочарование от того, что больше не видел льва так близко. С тех пор, как произошел инцидент, большой кот стал более скрытным, и в такой огромной территории национального парка всегда было место, где можно спрятаться. Месяцы проходили, и вскоре настроение в парке изменилось, так как все начали готовиться к сезону муссонов. Им отчаянно нужен был дождь, но муссоны приносили свои проблемы, наводнения, разрушение мест обитания и оползни. Вот лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивались смотрители, пытаясь защитить животных и ландшафт. Конечно, всегда была обеспокоенность, что сильные дожди также могут повлиять на дом смотрителей. Когда начался сезон дождей, наступило время высокого беспокойства, поскольку они боролись за сохранение парка, не зная, что происходит с их собственными семьями. Мысли о спасении льва отошли на задний план, когда дождь обрушился, густой и сильный. Хотя это происходило каждый год, это никогда не было легко. Некоторые годы были хуже других, и всего за несколько дней Сэм понял, что это будут сложные месяцы борьбы со стихиями. Парк приобрел совершенно новый вид с приходом дождя. Водоемы быстро наполнялись, ранее засохшая трава становилась пышной и зеленой, и новые цветы распускались. Сэма всегда удивляло, что что-то настолько разрушительное может также создать что-то настолько красивое. Скоро он узнает лучше, чем кто-либо, насколько опасным может быть сезон муссонов. Навигация по парку становилась все сложнее с каждым днем, когда падал больше дождя. Земля становилась болотистой, и джип пробуксовывал в грязи. Водоемы теперь переполнялись и затапливали гнезда и логово некоторых животных, обитающих в парке. Сэм щурился сквозь дождь, так как дворники на джипе работали на пределе, не справляясь с огромными каплями дождя. Он заметил, что вдалеке лежит поваленное дерево, поэтому подъехал ближе, чтобы осмотреть его. Выйдя из джипа, он крепко натянул капюшон, осматривая дерево. Всегда тревожно видеть такое. Одно дерево такого размера могло быть домом для множества животных, и теперь их среда обитания была разрушена. Внезапно Сэма отвлек грохот, который, казалось, вибрировал под его ногами. Оглядываясь вокруг в поисках источника шума, он был шокирован, увидев волну грязи и других обломков, быстро приближающейся к нему. Произошел оползень, и теперь было слишком поздно вернуться к джипу. Молодой смотритель почувствовал панику. Он не мог убежать от оползня, и вокруг не было высокой местности, куда он мог бы быстро добраться. Он забрался как можно выше, на поваленное дерево, и крепко держался. Не было шансов выжить под такой силой природы, но он должен был хотя бы попытаться. Когда смесь грязи и воды ударила его, он почувствовал, как тонет. Он крепче ухватился за дерево, чтобы не быть унесенным. Когда поток густой грязи замедлился, Сэм почувствовал облегчение, что все еще осталась маленькая щель, через которую можно было дышать. Если его не найдут вскоре, то маленькая щель не имела бы значения. Он сосредоточился на дыхании, зная, что паника не поможет, но глубоко внутри знал, что все будут заняты борьбой с оползнем. Пройдет некоторое время, прежде чем кто-то заметит его отсутствие. Через щель он увидел, что дождь ослабевает. Густая грязь тяжело давила на его конечности, и он не мог двигаться. Все казалось таким тихим, когда дождь прекратился, но затем он заметил тень, заслонившую маленький источник света. Он был уверен, что его ум играет с ним шутки, но казалось, что он видел вспышку песочного меха. Сэм почувствовал тяжелое ощущение наверху и движение через грязь. Он молился, чтобы это не был еще один оползень, и закрыл глаза, пытаясь отбросить негативные мысли. Но с течением времени молодой человек осознал, что слышит больше звуков, почти как будто грязь расчищалась,
И он медленно освобождался. Звук панических голосов, за которым последовал пронзительный рев, донесся до его грязевой тюрьмы, и он осмелился надеяться, что помощь пришла. Но кто-то знал, что он застрял. Он представлял, что его джип был унесен, так что как бы кто-то знал, где его искать. Он услышал рев снова, и на этот раз не было сомнений. Лев был рядом. Вдруг кто-то позвал его по имени, и хотя он не мог ответить, почувствовал слезы на глазах. Кто-то был рядом. Надежда все еще была. Он провел все эти годы, помогая другим, но теперь он сам нуждался в спасении. Когда больше света начало проникать внутрь, Сэм увидел приветливые лица других смотрителей. Они нашли его и расчищали грязь. Он все еще не был уверен, знали ли они, где искать, но был просто благодарен, что пережил этот ужасный опыт. Когда его вытащили из грязи, он не знал, смеяться или плакать. Но когда он увидел уставшего льва, покрытого грязью и с каплями дождевой воды, Сэм сразу понял, что снова столкнулся с львом, которого спас на утесе. Он смотрел с неверием, пытаясь сложить все кусочки пазла воедино. Один из смотрителей завернул его в одеяло и повел к ближайшему джипу, и, глядя, как лев исчезает за ним, он не мог найти слов, чтобы задать вопросы, на которые хотел получить ответы. Он все еще был в шоке. Но когда он был чист, другие смотрители начали рассказывать ему, что произошло. Сначала они настаивали, чтобы Сэм отправился в больницу, но, к счастью, кроме нескольких поверхностных порезов и синяков, он чувствовал себя хорошо. Он был просто потрясен произошедшим. Другие смотрители рассказали ему, что слышали грохот оползня и ждали, пока он пройдет, чтобы выйти и оценить ущерб. Они разделились на команды, но вскоре все получили радиосообщение с самым странным посланием. Один из команды заметил льва, отчаянно копающего в грязи, и подумал, что он пытается спасти члена своего прайда. Лишь когда они начали расчищать грязь, они поняли, что это не лев был в ловушке, а Сэм. Смотритель не мог поверить. Никогда бы он не подумал, что лев, которого он спас с утеса, однажды вернет ему услугу. Не было никаких сомнений, что если бы они не увидели льва, пытающегося спасти Сэма, никто бы не знал, где его искать. Молодой смотритель не мог думать о том, что бы с ним случилось. Он был обязан своей жизнью льву. Но увидит ли он его снова? Как бы ему этого ни не хотелось, Сэм был вынужден взять неделю отпуска, чтобы отдохнуть и восстановиться. На третий день он уже ехал обратно в национальный парк в своей форме. Он не мог сидеть дома, когда чувствовал себя хорошо и когда была такая большая работа по уборке. Едва войдя в национальный парк Очтиябанг, он заметил знакомое лицо. Лев лежал под деревом, внимательно наблюдая за Сэмом. Он остановил машину и опустил окно, чтобы лучше рассмотреть льва. Вся грязь, покрывавшая его мех в день спасения, исчезла, но это определенно был он. Лев наблюдал, как Сэм ехал по дороге, затем встал, потянулся и ушел, как будто убедившись, что смотритель в порядке. С тех пор лев, который нуждался в спасении с утеса, больше не был скрытным. Спасение Сэма, казалось, вернуло уверенность, которую он потерял в своем собственном несчастном случае, и смотритель регулярно видел его в парке. К своей радости. Они спасли жизни друг друга и всегда будут связаны связью, которая превосходит виды. Без друг друга они, вероятно, больше не существовали бы и навсегда будут в долгу друг перед другом. Теперь очередь за вами. Как бы вы чувствовали себя на месте Сэма? Знаете ли вы другие истории о том, как люди и животные помогают друг другу? Мы будем рады услышать ваши мысли, поэтому оставляйте комментарии ниже. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.